Сегодня наш мастер-класс мы решили посвятить вязанию вот такого джемпера олива в стиле кучинелли. Джемпер универсальный и подойдет под любой тип фигуры. Хлопковая нить имеет свойство растягиваться в длину и в ширину, поэтому припуски для свободы облегания я не давала. Наш джемпер получился размером 46-48 и расход 520 грамм. Не переживайте, если финальный результат не будет соответствовать вашим меркам. Для него я выбрала набор оливки, который вы можете приобрести в нашем магазине. Какие сложности могут возникнуть у вас во время работы? Я рада вас всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Candy Yarn и я, Яна. Сегодня наш мастер-класс мы решили посвятить вязанию вот такого джемпера олива в стиле кучинелли. В оригинале он выглядит немного по-другому, но мне очень понравилась модель, и я решила ее видоизменить под себя. Джемпер универсальный и подойдет под любой тип фигуры. Для него я выбрала набор оливки, который вы можете приобрести в нашем магазине. В него входят газал Гиза, Ярнард Элеганс, Ярнард Стайл, газал Бэби Катон, фибронатура Папирус и дополнительная нить с пайетками. Обратите внимание, что на сайте вы найдете разные наборы с разным цветом и разным составом пряжи. Также для работы нам понадобятся спицы 3 и 3,5, крючок, кусачки либо ножницы, маркера и игла для сшивания. У нас все готово для работы, мы приступаем, и приятного всем просмотра. Для вязания джемпера в стиле кучинелли я выбрала набор олива в зеленом цвете, и здесь 5 цветов, 5 видов пряжи. Я связала образец и расположила полосы вот таким вот образом. Для начала вязания по образцу, это у меня раппорт, нужно сделать расчеты, то есть вычислить плотность вязания. Я замеряю ширину своего образца, рассчитываю количество петель в 1 сантиметре путем пропорции. И то же самое я делаю с высотой раппорта. Итак, после всех расчетов у меня получилось, что плотность по горизонтали у меня получается 2 петли в 1 сантиметре. И плотность по вертикали, то есть в высоту раппорт в 1 сантиметре 3,06 ряда. У меня есть вот такая вот схема. И по ней мы будем делать расчет изделия. Изделие мы будем вязать с рукавом кимоно. И для начала нам нужна мерка обхвата бедер. Мы берем не грудь, так как он будет по бедрам лежать, берем обхват бедра. По желанию, смотря какую ширину вы хотите, вы можете дать припуск на свободу облегания. Я вяжу джемпер на бедра 104, припуска я давать не буду, так как в процессе джемпер может немножко подтянуться. И чтобы он сильно не свисал, я буду делать по обхвату бедер. Итак, обхват бедра 104. И в половинном это 52 сантиметра. Рассчитывать мы будем 1/2 спинки и полочки. Итак, 52 сантиметра делим напополам, это получается 26 сантиметров. Если мы это умножаем на нашу плотность, это получается 52 петли. Вяжется он кимоно. Я вот распределила вот таким вот образом. То есть полоса, где мы выходим на рукав, где идут частые убавления к рукаву. Здесь идут более пологие. И одна часть совсем слегка идет расширение. Длина изделия. Длина изделия у меня 60 сантиметров. Это без резиночки внизу. Это вот от точки от плеча и до низа. 60 сантиметров. Это получается, если на плотность нашу умножить, где-то 180 рядов. Вот эти 180 рядов и 60 сантиметров нам нужно разделить на вот такие вот участки. Как мы будем поступать? Первая часть, вот где рукава идет, здесь будет у нас 20 сантиметров. Ну, это как глубина проймы. 20 сантиметров. Это у нас составляет, давайте так поверну, 20 сантиметров. Это у нас составляет 60 рядов. Следующий участок с более косым будет 5 сантиметров. И здесь у нас будет 15-16 рядов.
Следующий участок возьмем 8 сантиметров. Это получается 24 ряда. И 2 участка по 13 сантиметров. Ну, если умножить, это я взяла, это 40 рядов. Вот таким образом я распределила 60 сантиметров и 180 рядов. Прямой участок вяжем после резинки 13 сантиметров. Здесь длина может варьироваться от 10 до 15 сантиметров. То есть мы вяжем прямо 40 рядов, 13 сантиметров. Косую линию мы разобьем на секции. То есть первая секция, вторая секция и третья секция. Чтобы вычислить прибавление, я нарисовала лекало в натуральную величину и по сантиметрам расписала, сколько сантиметров должны быть вот эти прямые до нашей косой. После прибавки в нашем джемпере вот здесь вот должно быть 31 сантиметр. То есть это 62 петли. В конце второй секции мы должны выйти на 37 сантиметров. Это 74 петли. И выйти уже в третьей секции мы должны на 53 сантиметра. И здесь у нас будет уже 106 петель. И уже после вывязывания 53 сантиметров в высоту мы добавляем рукав петли по своей длине. У меня это получается здесь 40 петель. Откуда я их взяла? Если взять от середины спинки до конца рукава, минус бейка у меня будет 2-2,5 сантиметра. У меня там идет 75 минус, ну возьмем, сделаем 2,5-3 давайте сантиметров, то получается 72 сантиметра. 72 сантиметра это вот часть, которая идет от 7-го шейного до конца длины рукава, то есть до запястья. И у нас здесь должно получиться 144 петли. На росток я отвела 12 сантиметров. Это 24 петли. У нас получается от общего количества петель рукава, то есть это 144 петли, мы отнимаем 106 петель. Это получается 38 петель. Можно взять 38-40 петель, в зависимости от вашей длины. Может, у вас будет больше. Теперь рассмотрим прибавки по секциям. В первой секции мы должны за 40 рядов прибавить 10 петель. То есть по одной петле 10 раз в каждом 4-м ряду. Вторая секция. У нас получается прибавка 12 петель, 74 и 62 и 24 ряда. Поэтому мы делаем по одной петле в каждом 2-м ряду. Делаем прибавочку. И здесь в третьей секции нам из 74 нужно получить 106. У нас 16 рядов. В каждом 2-м у нас будет по прибавке, то есть мы прибавляем по 4 петли в каждом 2-м ряду 8 раз. Во 2-м ряду 8 раз. Вот такие вот прибавочки, вот такие незамысловатые расчеты. И у нас остается ширина рукава. Я взяла 12 сантиметров. Это обхват запястья немножко со свободой. Это получается 36 рядов. Скос. Скос от плеча вниз идет на 8 сантиметров. Это получается 24 ряда. В принципе, расчеты есть, но по мере вязания можно еще немножко их как-то пересматривать, перемерять, поэтому могут быть изменения. Мы начнем все сначала, будем вязать и будем смотреть по порядку, как у нас будет получаться. Теперь по поводу раппорта. Он у меня составляет 52 ряда. Я расписала порядно, каким видом пряжи и какими видами петель вязать, лицевой или изнаночной. Я думаю, с этим проблем не должно быть. Главное выполнять все правильно
и отмечать, какой ряд провязали и какой пряжей. Здесь все расписано. Если в вашем наборе пряжа немножко не соответствует, можете подбирать на свое усмотрение. Также у вас на экране появится вот эта схема, и вы можете скачать ее под видео. Резинку я сюда не вписывала, буду вязать я ее из Газал Гиза. Мне кажется, она больше всего подойдет по цвету джемпера. Так как мне резинка не нужна сильно стянутая, я ее буду вязать спицами 3,5. Набирать я буду обычным способом и провяжу сантиметра 2,5-3. Набираем 104 петли плюс 2 кромочные. Резинку связали, переходим к основному узору. Первых 2 ряда у нас идут из папируса. Мы подсоединяем ниточку. Можно просто начинать вязать. Я ее немного подвяжу на нить, чтобы она не сувалась и крепко держалась. Привязали и подтягиваем. И теперь переходим на начало вязания раппорта. Первых 2 ряда. Первый ряд лицевой, второй ряд изнаночной. Таким образом мы подсоединяем каждый цвет. Потом в процессе вязания мы берем в работу ту нитку, которая нам нужна по нашей схеме. И провязываем 40 рядов раппорта. Прямо без прибавлений. Я провязала 40 рядов по прямой и дошла до первой секции. В ней мы делаем прибавление 10 раз по одной петле в каждом 4-м ряду. Я провязываю 3 ряда. И в 4-м ряду делаем прибавление. По моей схеме этот ряд я должна пройти изнаночными петлями, поэтому прибавление я делаю из протяжки и провязываю ее изнаночной петлей. Делаем мы в начале ряда. И такое же прибавление мы делаем в конце ряда. Дальше у меня идет элеганс зеленого цвета. Подвязываю. Продолжаем вязать по схеме, делая прибавление. Первую секцию мы закончили, приступаем ко второй. В ней у нас 24 ряда, и нам нужно прибавить 12 петель. То есть мы прибавляем по одной петле 12 раз в каждом 2-м ряду. Мы довязали вторую секцию, переходим к третьей. В третьей секции у нас идут прибавления 8 раз по 4 петли в каждом 2-м ряду. Но я немножко хочу изменить и сделать более плавный переход, поэтому прибавление мы будем делать таким образом. Сначала мы прибавим 2 петли, 3 раза по 4, и 3 раза по 5 петель. Так будет более плавный переход. Первое прибавление 2 петли мы будем начинать с лицевой стороны в начале ряда. Начало прибавления делаем той ниточкой, которой мы будем вязать весь ряд. Это у меня идет папирус. Прибавление можно делать любым способом. Я буду делать из петли, то есть это французский способ. Я достаю одну петлю, надеваю ее на спицу, достаю вторую петлю, надеваю ее на спицу. И дальше продолжаю вязать ряд тем цветом, который мы набирали, и тем способом, который у нас написан в схеме. Это лицевой ряд, лицевые петли. И вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда, переворачиваем на изнаночную сторону и делаем точно так же прибавки, как мы делали в начале ряда. И теперь провязываем ряд до конца. Так, мы провязали 2 ряда и сделали первую прибавку по 2 петли с каждой стороны. Если мы прибавляли одну петлю, мы делали ее в одном ряду. Так как здесь 2 петли, уже больше, поэтому мы делаем это в разных рядах для удобства. Итак, 2 ряда мы провязали, сделали 2 прибавки с одной стороны и с другой стороны. Следующая прибавка у нас идет
3 петли прибавки, и делается она по схеме стайлом, и поэтому мы будем прибавлять этой ниточкой. Одна, вторая, третья. И провязываем ряд до конца. Переворачиваем на изнаночную сторону и делаем 3 петли прибавки в изнаночном ряду. И провязываем ряд до конца. Итак, мы прибавили 3 петли, и со следующими прибавками мы поступаем таким же образом. Мы сделали прибавление в 3-й секции, и я вам в начале видео говорила, что после всех прибавлений можно будет сделать корректировку, то есть посмотреть по высоте, какая длина у нас получилась и какая ширина. Так вот, ширина получилась нормальная, а вот по длине мне не хватает как раз 4 рядов. И я их сделаю, добавлю прибавление. То есть у нас было 8 раз, мы будем делать 10 раз прибавлений. И я добавлю еще 2 прибавления по 6 петель. Значит, у нас здесь будет не 16 рядов, а 20. После того, как я их сделаю, нужно будет до длины рукава добавить петли. То есть я буду прибавлять уже на 12 петель меньше. Я прибавлю 26 петель. После того, как мы их прибавим, мы будем провязывать 36 рядов по прямой. Итак, я довязала недостающие ряды. Сейчас у меня в работе с каждой стороны от центра по 118 петель. Теперь до длины рукава с каждой стороны добавлю по 26 петель и свяжу 12 сантиметров прямо. Это 36 рядов. Набираю 26 петель таким же способом. Итак, провязав 36 рядов, это 12 сантиметров, мы переходим к скосу, плечевому скосу и рукавов. Скос у нас будет 8 сантиметров, это 24 ряда, то есть 12 лицевых рядов. И нам нужно сделать убавление. В работе у нас сейчас с одной стороны, то есть от центра до рукава, 144 петли плюс 2 кромочные. На росток мы оставляем 12 сантиметров, это 24 петли. Разница у нас получается 120 петель. И 12 раз мы должны сделать убавок, то есть получается убавки по скосу по 10 петель. Убавки мы начнем делать с изнаночной стороны слева, поэтому ряд нам нужно провязать. Изнаночная сторона, закрываем 10 петель. По схеме мы должны ряд провязать изнаночными петлями, значит закрываем петли мы тоже изнаночными. И дальше продолжаем вязать ряд до конца.
Итак, довязали до конца ряда, и теперь этим же цветом закрываем первые 10 петель. Десять петель закрыли, и теперь у нас по схеме мы должны подсоединить другую пряжу и провязать ряд этой пряжей. Таким образом, смотрите, как видите, по краям у нас одинаковый цвет получается, один раз закрытие одинаковым цветом. Закрываем мы бесступенчатым способом. Кстати, мастер-класс есть на нашем канале, вы можете посмотреть. Поэтому последнюю петлю я не провязываю. Разворачиваем вязание и закрываем 10 петель. По схеме у нас идут изнаночный ряд, значит петли мы закрываем изнаночной. И дальше провязываем ряд до конца. Довязали до конца, разворачиваем вязание и закрываем этим же цветом следующие 10 петель. Дальше по схеме у нас идет подсоединение другого цвета, и мы будем вязать им ряд. Надеюсь, вам понятен принцип закрытия петель. И таким образом мы закрываем 8 раз. 2 раза мы уже закрыли. И закрываем еще 6 раз до ростка. Не забываем выдерживать раппорт и количество рядов в цвете. Также напоминаю, что с правой стороны, на лицевой стороне, мы закрываем петли тем цветом, который уже провязали. Мы сделали 8 убавлений, это 16 рядов. Мы дошли до ростка. У нас осталось еще сделать 4 убавления. Значит, росток 24 петли мы разделим на 4 группы. 24 петли и 4 группы. И будем делать убавление. Убавление будем делать таким образом. Это будет полулодочка или лодочка, поэтому вначале по центру 16 убавлений петель, следующие 5, 2 и 1. И за это время мы убавим 4 раза по 10 петель по нашему плечу. Центр изделия я отметила красным маркером. По обе стороны я отложила по 24 петли. Это отмечено оранжевым маркером. И отложила по 16 петель с каждой стороны. Это желтые маркера. Теперь мы начинаем вязать росток и делать убавления. Начинаем вязать ряд. И мы провяжем его до первого желтого маркера. Теперь он нам не нужен. И мы закрываем петли до следующего желтого маркера. То есть мы закрываем центр изделия 32 петли. Восемь петель остается, которые мы будем закрывать постепенно. И здесь 8 петель. Значит, эту петлю мы ее провяжем тоже. Вот так вот. И дальше продолжаем вязать до конца ряда. Разворачиваем вязание, закрываем 10 петель плеча. И продолжаем вязать все петли до закрытия.
Одну петлю мы оставляем, поворачиваем работу и закрываем 5 петель. По схеме идет следующий цвет. Я подсоединяю ниточку и закрываем 5 петель. И дальше продолжаем до конца ряда вязать. Разворачиваем работу и закрываем 10 петель. Вяжем до конца ряда. Поворачиваем работу. Дальше работаем с ростком левой стороны. Закрываем 2 петли. И вяжем до конца ряда. Поворачиваем работу, закрываем еще 10 петель. Провязываем оставшиеся петли. Маркер нам уже не нужен. Поворачиваем работу. Нам остается закрыть одну петлю. Надо менять цвет. Но я думаю просто, что здесь нет этого смысла. Закрыли одну петлю последнюю. И провяжем изнаночными петлями. Поворачиваем работу. И остается закрыть все петли на спице. Левая часть ростка у нас готова. Ниточку можно обрезать, она нам уже не нужна. И теперь мы приступаем к правой части. И начинаем мы тем цветом, которым мы начинали в самом начале. То есть это у меня папирус. И закрываем 5 петель. И провязываем петли на спице. Петли провязали, поворачиваем на лицевую сторону и закрываем 10 петель. Далее подсоединяем другой цвет и закрываем дальше петли по аналогии левой части. Итак, мы связали спинку. И теперь нужно определить, где у нас будет находиться горловина по полочке. Так как она у нас будет не глубокая, мы ее сделаем на уровне сиреневого цвета. Итак, вяжем мы полочку аналогично спинке вот до этой сиреневой полосы. Я связала полочку, провязала рукава и сделала одно закрытие в плечевом шве из 12. Далее мы отмечаем центр, это красный маркер, и отмечаем по 24 петли
петли с каждой стороны от центра. Это желтые маркера. Дальше нам нужно сделать расчет горловины, чтобы ее вывязать. У нас остается 11 раз. Значит, за 11 раз нам нужно вывязать горловину. Для этого, для горловины я отмечу 11 точек. И теперь мне нужно 24 петли распределить по вот этим точкам. Последнюю я сделаю нулевую, там не будет закрытия. Дальше я сделаю 3 раза по одной петле, 3 раза по 2, 3 раза по 3. И у нас остается 6 петель по центру. Итак, приступаем. Провязываем все петли на спице. Одну петлю не довязываем, поворачиваем на изнаночную сторону и закрываем 10 петель. И провязываем ряд до оранжевых маркеров. Оранжевым маркером я отметила центр, то есть центральные петли от центра по 6 петель в разные стороны. Довязываем до первого оранжевого маркера. Маркер нам уже не нужен. И закрываем центральные 12 петель. И дальше продолжаем вязать ряд до конца. Одну петлю не довязываем, разворачиваем на лицевую сторону и закрываем 10 петель плеча. Дальше у нас идет другой цвет, мы берем его и продолжаем вязать до первых закрытых петель. Мы дошли до первых закрытых петель, это петли по центру. Одну петлю не довязываем, переворачиваем на изнаночную сторону и по нашей дальнейшей схеме мы должны закрыть 3 петли. Дальше вяжем до конца ряда, изнаночный ряд. Разворачиваем на лицевую сторону. И таким образом мы закрываем по плечевому шву в каждом втором ряду по 10 петель и по горловине закрываем петли по нашей схеме. Мы закрыли 12 петель сразу, это 6 петель, и сейчас мы закрыли 3. И постепенно, скажем, в каждом втором ряду закрываем дальнейшие петли. После того, как мы закроем петли горловины и петли плеча, довяжем одну сторону, мы переходим на вторую сторону и делаем ее аналогично первой стороне. Мы начинаем закрывать с лицевой стороны, начиная с 3 петель, потому что 6 уже закрыто. Провязываем все петли, закрываем петли горловины и плечевой скос. 2 детали готовы, вперед и спинка. Я отутюжила и спрятала концы. Теперь переходим к сборке. Начинаю я с плечевых швов и рукава. Закрывать вы можете любым удобным для вас способом. Может, у вас есть любимый способ, вы можете закрывать им. Я буду закрывать соединительными столбиками при помощи крючка. Здесь у нас разный цвет. Можете закрыть прозрачной нитью, можете какой-то подобрать один нейтральный цвет. Можно закрыть сменой нити. Так, я делаю петлю, подхватываю 2 дуги кромочной петли с одной стороны, самые первые, и со второго рукава. И протягиваю эту петлю.
И теперь, захватывая две дуги кромочной с одной стороны детали и с другой стороны, вводим крючок в них и делаем соединительный столбик. И так мы сделаем с каждой кромочной петлей. Такой способ мы уже использовали в нашем французском жакете «Рандеву». Мы там детали соединяли таким же способом. Если вы смотрите, что у вас получается затянутое полотно, стягивает сильно, сделали соединительный столбик, не вытягиваем петлю, делаем воздушную петлю, подтягиваем ее и продолжаем. Теперь закрываем боковой шов. Боковой шов я буду закрывать таким же способом, соединительными столбиками. Здесь легко его распределить, так как есть полосы, которые нужно совместить, чтобы цвет совместился и совместились изнаночные полосы, чтобы было как единое полотно. На косых участках и на самом боковом шве желательно сделать соединительные столбики с воздушной петлей, может даже с двумя, чтобы не было сильно стянуто полотно. Там, где у нас есть протяжки при смене цвета, один раз мы нитку подхватываем под ней, второй над ней. И таким образом мы эти протяжки закрепим. После того, как мы соединили боковые и плечевые швы, приступаем к обработке горловины. По горловине набираем петли. Для этого я беру спицы тройку. И я делаю петлю и протягиваю ее к горловинке. И теперь в каждый ряд набираю по одной петле. Получается, что когда мы выходим на прямую, мы из каждой петли на спицу выводим петлю. И так делаем по всей окружности. После того, как набрали, вяжем нужное количество рядов. Это по желанию, какую вы ширину горловинки хотите иметь. Итак, я связала 6 рядов горловины и буду закрывать итальянским способом. Мастер-класс этого способа вы можете найти по ссылочке вверху. По рукаву тоже набираем петли таким же способом. И здесь нужно следить, чтобы количество петель от шва бокового до плечевого было одинаковое, чтобы две части были с одинаковыми петлями. После того, как наберем петли, провяжем ряда 4 и закроем итальянским способом. Со вторым рукавом мы поступаем точно так же. Мы довязали наш джемпер в стиле кучинелли. Мне нравится в нем игра цвета, фактура, а блеск пайеток придает ему изысканности, нарядности и приближает его к оригиналу, который изначально задумал дизайнер. Вязали мы его с рукавом кимоно. Длина рукава от центра спинки получилась 72 сантиметра. Но хочу предупредить, что при надевании длина рукава может вытянуться под собственным весом.
весом. Длина изделия без учета резинки получилась 60 сантиметров. Ширина изделия по линии бедра получилась 50 сантиметров. Но не переживайте, она увеличится, как только вы его наденете. Боковые плечевые швы я соединяла соединительным столбиком-крючком. Плечевой шов собирала разным цветом нитей под цвет полос. Резинку по низу я вязала 8 рядов. По рукаву 4 ряда. По горловине 6 и закрывала их итальянским способом при помощи иглы. В начале мастер-класса я говорила, что в процессе вязания могут быть корректировки. И сейчас на экране у вас появится выкройка с окончательными расчетами, по которой я вязала этот джемпер. Итак, наш джемпер получился размером 46-48 и расход 520 грамм. Какие сложности могут возникнуть у вас во время работы? В первую очередь это запутывание разных мотков во время разворота вязания. Чтобы этого избежать, вы можете разворачивать работу по часовой стрелке и в следующем ряду против часовой стрелки, либо наоборот. Так как вязание многоцветное, у вас будет много концов нитей, которые нужно заправить. Также при смене цвета по боковому шву протяжки нужно делать немножко со слабинкой, чтобы не затянуть край. Не переживайте, если финальный результат не будет соответствовать вашим меркам. Хлопковая нить имеет свойство растягиваться в длину и в ширину, поэтому припуски для свободы облегания я не давала. Я вязала джемпер спицами 3,5. Но если вы вяжете туго, лучше возьмите спицы 4. Главное попасть в нашу плотность. Если вам понравился наш джемпер, пишите нам в комментариях. Хочу напомнить, что фото своих работ по нашим мастер-классам вы можете выкладывать в Инстаграм с хэштегом KendyYarnMK. На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. И всем пока. Сладких вам петелек!